Стоп, подождите, вам на восстание, у вас поездка за наличные. И что вы говорите, что у вас денег нет? С собой нету, на. Где деньги, Лебовские? И на карте нет ничего, нет. Братан, отвези, жена вытащила все, сука. Вот зараза, блядь, ну, всю подноготную вытащила, блядь. То есть, блин, у вас вообще денег нет? Вообще ни копья. И что делать? Ну ничего делать, ничего, все. Конец фильма. Мы с тобой контракт. Я не афишировал нигде ничего. Контракт прерываем. Вообще? Вообще нету. У вас поездка Сколько? 419 рублей. Нихера себе, блядь. Вы хотите, чтобы я бесплатно вас отвез? Смешно вам, да? А мне что-то не смешно. Таксопарку Такси Хайп требуются водители на своих автомобилях для работы в Яндекс Такси. С нас супер условия и, конечно же, большие заработки. Очень много водителей по всей России доверились нам, работают и вполне себе счастливы. Так что приходи в WhatsApp, ссылочка будет в описании. Удачи! Да нет, я не хочу бесплатного. А как, если у вас денег нет? Я не знаю, вы здесь, если вы работаете, то я вам сама оплачу поездку всю, ну, без разговора. Ну, ну вот надо сейчас, блядь, переругались, нахер это зараза, блядь, ну, вытащила все, блядь, ну. А где была? А где заначка-то у вас была? Задачка у меня на карте, нахуй. Так она с карты вытащила, что ли? Ну, нет, она просто карту спрятала, блядь. Вот зараза, блядь. И а наличные вы что, не наличка у меня только паспорт тоже забрала. Вот зараза, блядь. Не знаю как, блядь. Зачем вы женились, спрашивается? Такая история. Я просто, ну не говори говно, блядь. Ну а что сделаешь? 419 рублей. Ну, может, вы в карманах поищите, не знаю, в носках где-нибудь еще. Да ну, у меня, может, полтин там туда-сюда есть, ну не более, но. Вот зараза, она с носков-то вытащила. Зачем, родное, до инфляции тебя зажал? Зачем тебя носки держал? С носков вытащил? Ну вот сволочь, блядь. Я уж туда засунул. А у вас носков нет? Да схуяли нет. Ты че? А, есть? Я думал, она вместе с носками. Да ну на. Я просто уснул, блядь, и она, блядь, видишь, подтянула, блядь. Ну вот зараза, блядь. Как же вы так крепко спите, что у вас из носков ну вырубился, блядь. Чё? Деньги сперли? Бывает, нахуй. И что делать-то в итоге будем? Ну не знаю. Решай сам. Я никуда. Блин, ну если бы здесь было недалеко, вот недалеко, да я бы... недалеко здесь живу. Нет, живете вы недалеко. Если бы ехать было недалеко, я бы вас хрен с ним подкинул бы. Ради, так скажем, мужской солидарности и в помощь вашим носкам, вот, новым, может быть, да. Купили бы себе потом новые носки. Простите, да. пожалуйста. А ничего, но... Вот косяк, вот такой бывает, извините. Да, но ехать далековато просто, понимаете? Это 419 рублей поездка. Да, полсотни. Полсотни, да. А полсотни это до хрена. Это я бензина спалю. И сегодня моя совесть не так дружна с мужской солидарностью. Вот честно вам могу сказать. Это только у баб, блядь. Но... Да. Это у нас ты все прав, конечно, но... Да. Я спросил, за спрос не ебнут нос, нахуй. Извини. За спрос... Что? Как вы сказали? За спрос не ебнут в нос, нахуй. Я понял. А кто не пьет, тот хуй пьет. Да? Есть еще ну такая... не так, зачем? Видишь, есть, как тебе сказать, есть любители, а есть профессионалы. А вы кто? А мы, знаешь, между... Ну ладно, не буду говорить сильно нехорошо. Между чем и чем? Ну, все-таки интересно, скажите. Между любителями и профессионалами, нахуй. После первой не закусывают. Водочки. Что там находится? Да, спортсмены-любители. Спортсмены-любители. Так, пойдет? Пойдет, да. Как зовут вас? Ты меня что-то против моего имени, что ли, имеешь? Меня Зайбат зовут. Это имя. Имя. Петька. Петька? Прикольно. Так, Петр, не поворачивается у меня язык Петькой вас назвать. Петр, к сожалению, я думаю, что не получится мне вас отвезти.
Ну, действительно далеко. Ну, близко было бы, я бы... Ну ладно, А на братан, метро, извините, конечно, на метро ну, попробуйте доехать. Знаешь, спросить, я же говорю, за спрос не еб нос. Скорее всего, да. О, Ладно, удачи Нет. вам тогда. и вам счастливой дороги. О. Попутного ветра или... Попутно. Ну, я не на парусах, поэтому у меня двигатель внутреннего сгорания. Я Мне про как бы морфлот не говорю. Не. ветер мне не нужен, ну спасибо. Лучше 2 года ура, чем 3 года полундра. Я смотрю, вы кладете всяких фразочек, да? Ты о чем? Лучше 2 года ура, чем 3 года полундра. Слышь, я же сказал, я говорю, я воевал. Нафиг да? мне это. Я понял. Ладно, что, тогда я вас... Отпустите меня, только аккуратно не ударьте дверью машину. Не, да я вижу. Да. Неужели такой тупой, блин? Я? Я! А, нет. Петр. Неужели я всё думаю, нормально. хочу машину чужую сдадить? Хорошо, аккуратненько. Удачи. Ладно, вам так же. Спасибо. Пока. Все нормально? Да, пока. Все отлично. А как вас зовут? Петька? Петька он был лет 45 назад. А сейчас пора уже все-таки как-то переобуваться в сторону взрослости и говорить, что зовут меня Петр, как минимум. Да нахуй я вообще об этом разговариваю? 500 рублей, 419 рублей. Ну, отмену он, конечно, сам хер сделает, я так понимаю. Я вот только, у меня все время меня вопрос мучил. Как вот такие люди, сука, умудряются вызвать такси? Ну, в приложении. Как? А потом мне сказали, что, оказывается, есть 2 способа для нетрезвых людей вызвать машину. Первый — это попросить кого-нибудь вызвать. Ну, за наличные, да, можно вон любого попросить. Кореш там, с кем бухаешь, пожалуйста, тебе вызывают такси. И второй еще, оказывается, а я все время про него забываю, этот способ, это позвонить. У Яндекса же есть прямой телефон. Ты звонишь, и, соответственно, к тебе приезжают. Только как они еще оператору объясняют, тоже может какой-нибудь более трезвый чувак по телефону, соответственно, объяснить, куда нужно машину поставить. Что-то у меня вообще все запуталось, блядь. Вот у меня... Ты же не постоянно не готовишься к такой херне, да? У тебя 10 поездок обычных, молчаливых студентов на заднем плане, жующих жвачку под хэви-метал, как говорится в наушниках. И ты, соответственно, уже смазывается все, и потом садится такой крендель. Ты понимаешь, что ты к таким кренделям не подготовиться, короче, к этой истории специально. Не подготовиться. И вот даже непонятно, что лучше. Красивая телочка, которая будет орать, что ты, блядь, встал, сука, не в ту промежность, которую она вызывала. Или пьяный мужичок, у которого нет бабла, блядь. Вот что из них лучше, блядь, хуй знает, товарищ майор. Но этого, как говорится, не избежать. Это та погрешность, которая, к сожалению, приходится нам вывозить таксистам. А что в этом данном случае не вывозить. Вот. И женщины, пожалуйста, не берите, вообще не трогайте мужские носки, пожалуйста, особенно на спящих людях. И не берите оттуда заначку. А вы, мужчины, давайте как-то уже, я не знаю, деньги, может, не в носках носить, может, хотя бы в жопе, не в носках. Из жопы точно жена не достанет. Даже если вы спите. Просто побрезгует, мне кажется. Хотя, блядь, жены разные бывают. Может, она наоборот еще, блядь, с ревизией в жопу полезет, да? С пассатижами, плоскогубцами, сука, фонариком, да, и какой-нибудь раздвижной хуйней. И всякое может быть. Смотря, как ей бабки нужны. И как вы жену разозлили. Что-то я уже полез не в те дебри. Сейчас я тут, блядь, вам советов сейчас, блядь, тёлкам накидаю, блядь. Завтра все мужики с порванными жопами проснутся, блядь. Жена, если ты это смотришь, не вздумай. Мне пора работать. Поехал, хули. Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду. Пиши.